Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю. Неделя с 27 июля по 2 августа. Давайте посмотрим, что же ожидает наших стрельцов на следующей неделе, какие карты вам сегодня выпадут. Напомню, что вы можете оставить сообщение, оставить лайк под этим видео. Также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны вдруг на мой YouTube канал, чтобы не пропустить в дальнейшем мои расклады, если они вам, конечно же, нравятся. Итак, стрельцы, давайте посмотрим. Неделя с 27 по 27 июля и 2 августа. Итак, в понедельник карта сила. Правосудие. Правосудие. Интересная такая, да, здесь. Они в виде камня с весами изобразили, но окей. Дальше идет карта умеренность на вторник. На среду тройка пентаклей, в четверг король мечей, на пятницу тройка жезлов, на субботу карта маг, волшебник, да, и карта короля жезлов на воскресенье. Итак, у нас сегодня одна колода. Что у нас есть? Первая карта – карта правосудия, да, которую я перепутала сначала с силой, потому что в нумерологии, которую я тоже тут вам как кусочком даю на своем YouTube-канале. Кстати, кому интересно, пишите даты рождения, до сих пор актуально, могу разобрать, кому интересно. В моем сообществе есть об этом объявление. Карта правосудия. Все-таки второе, она считается правосудием в нумерологии силой, но мы сейчас все-таки рассматриваем с точки зрения Таро. Правосудие говорит о каких-то разборках судебных, каких-то спорных ситуациях, которые нужно решить и в которые вас вовлекают, либо вы с кем-то спорите, что-то доказываете, может быть, решаете какие-то вопросы, связанные с бумагами, документами, что-то подписываете, что-то нужно детально прочитать перед тем, как на что-то согласиться, да, или что-то подписать. Может быть, здесь что-то будет связано с человеком знака весы, потому что это карта весов, и она здесь весы изображает, соответственно, это правосудие. Для кого-то это желание восстановить баланс и справедливость, то есть уравновесить чаши весов. Для кого-то важна будет именно эта ситуация, и поэтому по правосудию вы здесь стараетесь ответственными быть в том, что вы делаете, честными быть перед окружающими, в том, как вы думаете, что вы считаете правильным. И от окружающих хотите, соответственно, того же. Следующая карта умеренности и баланса – это ваша карта. Она говорит о том, что вы здесь стараетесь сохранять равновесие, баланс, находить компромисс с окружающими, в общении с ними, может быть, для того, чтобы сохранить дружеские отношения, ни с кем не спорить, не конфликтовать, то есть находить золотую середину. Вот все, что касается вот такого умиротворения, спокойствия, которое вы стараетесь здесь сохранять, несмотря ни на что, то есть сохранять спокойствие. Следующая тройка пентаклей на среду, она о том, что вы готовы с кем-то сотрудничать, совместно с кем-то работать, чтобы идти к одной цели единой. Также вы здесь можете прибегать к чьей-то помощи, если она соответствует вашей цели. Вы с уверенностью делаете то, что вы здесь делаете, чем занимаетесь, и с удовольствием, скорее всего, это делаете. Могут быть какие-то важные решающие шаги там, в делах, в работе, когда нужно решительно действовать вот здесь и сейчас, потому что да, в дальнейшем вас ждет хорошая перспектива, если вы сейчас начнете над чем-то трудиться. Но сейчас именно нужно начать вот как будто с малого, с какой-то мелочи, да, чтобы потом вырастить из этого нечто большее. Но здесь вот особенный акцент делается на коллективный труд, на совместную работу, на то, что вы совместно с кем-то в тандеме работаете. Следующая карта короля мечей делает особенный акцент на воздушную стихию. Опять-таки возвращаемся к воздушному знаку. Может быть, весы, близнецы или водолеи могут иметь место в вашей жизни. Здесь какое-то важное. Но и также вы можете проявлять качество этого воздушного знака. Хоть вы не воздушный знак, вы огненный, но вы можете здесь быть очень ответственными в чем-то, очень педантичными, внимательными, стараться контролировать то, что происходит в вашей жизни. Если вы узнаете какую-то информацию, вы стараетесь ее хорошенько обдумать. Вот он читает письма, да, то есть обдумать, разобраться в каких-то вопросах перед тем, как действовать. То есть вы здесь очень и очень ответственны. Вы очень много о чем-то размышляете, то есть очень вдумчивы. Вдумчиво подходите к тому, что вы делаете. Следующая тройка жезлов – это карта
тоже тройка, да, тройка, она о том, что вы в целом ждете каких-то результатов, да, вы настроены на лучшее, вы настроены на получение результата, который вы ожидаете, потому что вы уже какие-то шаги сделали, вы уже сделали свой выбор определенный и по намеченному пути идете. Но тройка — это не десятка, то есть по тройке вы еще как будто бы только пробираетесь к той вершине, которую вы себе наметили, трудитесь для этого. И, возможно, опять-таки рассчитываете на поддержку других людей, либо готовы помочь поддержать другого человека, который преследует какую-то цель глобальную, которая для вас тоже важна. Дальше у стрельцов идет карта маг или волшебник. Здесь она ведьма называется карта, но неважно. В любом случае это какое-то как волшебство и возможность столкнуться с чудом или возможность здесь что-то сделать как по волшебству, потому что у вас для этого достаточно ресурсов, знаний, там, опыта или каких-то инструментов, да, для того, чтобы это сделать. То есть по карте маг вы здесь очень-очень активные, будете очень волевые, энергичные. Возможно, вас вдохновляет нечто, и вы работаете над чем-то, но работаете на себя, потому что четко и ясно представляете себе, что вам нужно, чего вам хочется. И король жезлов, который сам по себе тоже такой, знаете, идет по намеченному пути. Этот король жезлов очень честолюбивый, очень активный, очень деятельный, человек, который такой, знаете, очень целеустремленный, собственно, как вы, стрельцы, это ваша стихия. То есть показывает, что на выходных вы работаете над своей целью определенной совершенно, и по карте маг прикладываете для этого все усилия и все ресурсы, которые у вас есть для того, чтобы получить максимально качественный результат. Может быть, у кого-то общение с огненным знаком по королю жезлов, таким как вы, тоже стрельцы, овны или львы, возможно. Поэтому выпала именно карта двора. Итак, дорогие мои стрельцы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на следующую неделю, неделю с 27 июля по 2 августа мы завершаем. Пишите ваши комментарии, оставляйте отзывы. Буду очень и очень признательна. До скорого!